Тема злости, гнева, агрессии вызывает странные и противоречивые чувства у мужчин. С одной стороны, нас учили тому, что это негативные эмоции, от которых нужно избавиться, или, по крайней мере, спрятать их как можно глубже. Каждая учительница пыталась ставить на место школьного забияку, который с радостью был готов облить ее градом отборного мата за очередную двойку. С другой стороны, злость является внутренней силой, которая может способствовать твоему росту и развитию. Сегодня мы полностью разберемся и разложим по полочкам понятие злости и что ты можешь с этим сделать уже сегодня. А ты напишешь свой дополняющий комментарий и поставишь лайк. В большинстве случаев гнев и злость несут негативный контекст, как состояния, которые возникают в ответ на негативные ситуации и ощущения. Гнев может быть коротким и интенсивным, в то время как злость – это более продолжительное и глубокое чувство негативного настроения и неприязни к кому-то либо чему-то. Она может быть связана с гневом, но в отличие от него, злость часто длится дольше и может быть менее интенсивной. Первое, что тебе нужно понять, так это то, что это нормальная эмоциональная реакция на раздражители, и у каждого человека могут быть свои индивидуальные способы их проявления. Но, как ты понимаешь, контроль и дисциплина играют свою важную роль. Ты должен разобраться в своих эмоциях. Мы часто стараемся подавить или избежать злости в угоду обществу или мнимому комфорту. Однако, злость – это сигнал, предупреждающий нас о нарушении наших границ и ценностей. Вместо подавления нужно постараться проработать эмоцию и понять, о чем она нам говорит. Если ты чувствуешь, что эти эмоции носят деструктивный характер, и ты не можешь их контролировать, тогда тебе стоит попробовать разобраться. Именно разобравшись в корне проблемы, ты можешь использовать злость как стимул для перемен. После осознания причинно-следственной связи мы должны трансформировать злость в энергию. Злость может стать мощным двигателем для достижения целей и преодоления препятствий. Вместо того, чтобы давить на эмоцию, нужно использовать ее энергию для направления наших действий и достижения поставленных задач. Это не значит, что нужно действовать безрассудно или агрессивно, но вместо этого можно обратить злость на что-то позитивное, к примеру, на преодоление собственных ограничений, наработку дисциплины, занятием любыми активными видами деятельности. Пойми это, месть не является выходом, ты должен уметь постоять за себя, однако это не значит, что ты можешь пойти проучить ту бабку на лавочке, которая считает тебя наркоманом и непутевым сынком. Позитивное использование злости – это то, что мало кому доступно. Многие из вас ненавидят себя, свою жизнь, женщин и обманывают себя каждый день. Злость может стать движущей силой для перемен не только внутри нас, но и в мире вокруг. История знает много примеров, когда гнев людей на несправедливость или нарушение прав приводил к изменениям и прогрессу. Мартина Лютера Кинга мотивировала злость на расовое неравенство, и это привело к движению за гражданские права. Грета Тунберг использовала свою злость на пассивность общества в отношении климатических изменений, чтобы стать активисткой и продвинуть свои очень интересные идеи. Я думаю, ты понимаешь. Принятие и практический контроль злости – это заключительный этап трансформации. Когда мы научимся использовать злость как силу, а не как разрушительную эмоцию, мы можем достичь невероятных результатов. Практики, такие как медитация, физическая активность и искусство выражения эмоций, могут помочь нам найти баланс и контроль над нашей злостью. Это длительный процесс, и мало кто пойдет на такое. Все это может звучать очень трудно и геморно, но ты понимаешь, что никто еще не придумал таблетку от всех болезней. Проблем не существует, существуют лишь препятствия и вызовы, которые нам бросает жизнь. Поэтому именно через тяжелую ментальную и физическую работу мужчина может стать лучшей версией себя. Позволь своей злости быть двигателем для перемен, для достижения великих целей и преодоления трудностей. Позволь своей злости раздвинуть границы возможностей и показать тебе недостижимый горизонт. Позволь своей злости сделать тебя мужчиной, о котором будут говорить и о котором будут мечтать. Чести и удачи!